Друзья, всем привет! Сегодня будет очень злой выпуск, потому что я реально бешусь, когда вижу то, что происходит. И очень важный выпуск, который вы потом обязательно должны будете распространить. Как вы знаете, в этом году осенью будут выборы. Выборы будут во многих регионах России, но самое главное, наверное, будет в Москве и в Петербурге. В Москве будут избирать депутатов Мосгордумы, а в Петербурге будут избирать сотни муниципальных депутатов по всему городу. Я вам уже рассказывал про выборы в Петербурге и про тот беспредел, который там творился. В Москве на выборах депутатов Мосгордумы тоже происходит настоящий беспредел. В Москве, возможно, вы слышали, в эти выходные прошел митинг. Я надеюсь, вы на этом митинге были, как и я. На этом митинге на проспекте Сахарова было больше 20 тысяч человек. Это был митинг с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Здесь я хотел бы коротко сказать, что такое независимые кандидаты. Потому что, когда мы говорим независимые кандидаты, это независимые от действующей власти. Независимые от Кремля, от Смольного, от мэрии Москвы. То есть люди, которые могут работать не по указке, там сверху, которым разнарядку спускают, а могут работать в интересах жителей. На выборах в избирательном бюллетене осенью должны быть представлены разные партии, разные кандидаты, там, провластные, оппозиционные, и уже избиратель будет решать, кто будет представлять его интересы дальше. Так вот, что в Петербурге, что в Москве, происходит форменный беспредел, и если сейчас это не остановить, то велика вероятность того, что осенью вы придете на выборы, вы возьмете избирательный бюллетень и увидите там просто зоопарк единороссов или якобы самовыдвиженцев, ну это те же самые замаскированные единороссы. Итак, мы подготовили для вас топ-10 относительно мерзких способов не пустить независимых оппозиционных кандидатов на выборы. Так как выборы у нас проходят по Москве и Петербургу, мы объединили все случаи беспредела, которые сейчас в Москве и в Питере происходят, в один общий топ. А помогать мне сегодня будет Максим Кац, вы его хорошо знаете, это мой партнер по городским проектам, и Настя Брюханова. Настя Брюханова работает в городских проектах, и она выдвигается по 42-му округу в Мосгордуму, и ее туда не пускают, ее отклонили по подписям, поэтому она подробнее расскажет о том, что лично вот с ней произошло. Способ происки США. Все плохое, что случается, проблемы в подъездах, с дорогами, с пенсионным возрастом, все происходит из-за американцев. И здесь мы начали наблюдать похожее вмешательство американцев даже в российские выборы в Мосгордуму. Уже до Мосгордумы они добрались. Российские операторы баз данных, которые вбивали данные в ФМС, не смогли справиться с иностранным программным обеспечением. Когда они вбили номера паспортов россиян, начинающихся на 0, коварные американские программы этот 0 убрали, и в ФМС данные отправились без нуля. Таким образом, цифр в номере паспорта стало не хватать, и ФМС забраковала все такие подписи, потому что, номера не сошлись. Еще одна проблема, вызванная происками Билла Гейтса и компании Google, была с датами рождения. Сотрудники вбивали дату рождения подписанта, а потом меняли формат столбца с даты на число. Умора, я не могу. При проверке подписи Брюхановой, смотрите, вот подпись в листе стоит 15.03.1990, дата рождения подписанта. Они вводят в базу ФМС вместо даты рождения вот это число. И оно, конечно, не сходится с даты рождения, они бракуют подпись. Но откуда это число взялось? Оно же совсем на дату рождения не похоже. Берем дату рождения, вбиваем в Google Docs или в Excel и меняем формат на число из даты. И получаем ровно 32 947, которые они ввели в лист. То есть они не умеют пользоваться Excel, и забраковали кучу подписантов, которые реально поставили подпись. И ФМС, конечно, человека с датой рождения такого вот числа не нашел. И подпись была забракована. Способ пупа без лупы. Как вы знаете, подписи проверяет графолог, и с одной стороны такая довольно точная наука, там есть определенные методики, как определить там почерк по каким-то элементам, то есть этому учат, это важно там, в криминалистике, там, в других делах. Но, тем не менее, как мы видим по работе избиркомов, это еще и творческая профессия, потому что графологи, которые проверяют подписи независимых кандидатов, они люди творческие и очень часто видят то, чего нет. Все подписи, которые сдают кандидаты, обязательно проходят почерковедческую экспертизу. Ведь действительно, вдруг кто-то подписи нарисовал и тем самым попал на выборы незаконно. Вообще, почерковедческая экспертиза — это сложная история. Нужно оборудование, лупа, причем даже не такая специальная.
Нужно проводить целое научное исследование и сравнивать множество разных признаков нашего почерка, чтобы отличить один от другого или же, наоборот, найти одинаковый. Но это все в обычной жизни и в какой-то криминалистике. На выборах все происходит иначе. Приходит какой-то хмырь, и 2 дня перекладывает бумажки, а потом выкатывает бумагу, в которой делает замечательное заключение. По всему округу, в котором я выдвигалась, граждане сошли с ума и стали не ставить даже подпись друг за друга, а ставить даты. То есть один человек из Раменок поставил дату за человека из Фили Давыдкова спустя 5 дней, после того, как встречал нашего сборщика. Но иногда почерковед заходит еще дальше, и вместо того, чтобы взять лупу и проверить, что же написано в подписных листах, открывает какое-то третье зрение и видит подпись в абсолютно пустых строчках и тоже ее выбраковывает. Конечно, это объясняется не тем, что у почерковеда что-то странное с головой или он сошел с ума. Мы провели независимую экспертизу, и судебный эксперт, который 20 лет занимается настоящими исследованиями, доказал, что вот этот МВДшный графолог просто не проводил экспертизу и от балды написал какие-то подписи и сказал, что они сделаны одной рукой, и выкинул их. Способ аномалия Макарова. Это единственный в нашем супертопе именной пункт. Мне кажется, господину Макарову, Вячеславу Серафимовичу, должно быть приятно, что мы посвятили ему целый пункт. А вы, наверное, сейчас не понимаете, кто же такой этот Макаров, почему ему такая честь. То есть больше мы никому не посвятили ни одного пункта, а вот Макарову посвятили. На этих выборах в Петербурге, похоже, это главный питерский жулик, потому что Макаров заправляет районом Петроградский, это центральный район в Петербурге. Когда мы только начали выдвигать кандидатов в Петербурге, нам подходили все и по большому секрету говорили: слушайте, в Петроградском даже туда не заходите. Не имеет смысла там вообще что-то делать, не тратьте время, не тратьте ресурсы. А если вы, не дай бог, выставите там кандидатов, то вас всех срежут. То есть вы представляете, еще раз, карта Петербурга, везде там цветочки, газончики, все красиво, там птички поют, везде нормально, а тут такое черное пятно. Черное пятно, округ Макарова. И единственная партия, которая выдвинула туда кандидатов, это Яблоко. А я напоминаю, что кандидаты городских проектов, они идут от Яблока. И абсолютно всех кандидатов там срезали. И если сейчас ничего не произойдет, то есть там просто полнейший беспредел. Они там закрывали комиссии, они там никого не пускали, они устраивали очередь, то есть там какой-то цирк с конями. Человек, ко мне силу применяете? Нет, силу не применяю. Пишите, я приеду, господа. Если сейчас не вмешается ЦИК, если сейчас Москва с этим как-то порядок не наведет, то жители Петроградки осенью, когда придут на выборы, увидят бюллетень, где кроме единороссов и работников администрации не будет никого. Объясните мне, пожалуйста, петербуржцы, кто такой этот Макаров, почему все так боятся, у него что, компромат на Путина есть или что? Я просто не понимаю, почему такая аномалия в центре Петербурга. И вот, видимо, господин Макаров, который очень не хочет, чтобы там хоть кто-то составлял конкуренцию Единой России, придумал гениальный способ. Они перемешали документы и сказали, что один кандидат подал документы за другого, а третий там за четвертого. Граждане, выдвигавшиеся, все причем, как один, по 183-му, если не ошибаюсь, избирательному округу, вдруг сошли с ума все и представили решение по 184-му округу. А аналогично граждане, которые выдвигались по 184-му округу, также в свою очередь сошли с ума, и все представили по 183-му. Конечно, такое помешательство коллективное, оно вообще очень странно, мне кажется, да? Я просто прошу вас направить такие представления в Следственный комитет. Как же так получилось, да? Сами кандидаты при этом утверждают, что они сдавали правильные решения. А вот каким образом они оказались в других папках, это уже вопрос расследования. В действительности, конечно же, каждый кандидат подавал свои документы. Просто после того, как они документы сдали, комиссии в личных делах поменяли эти папки и на этом основании сняли 50 человек. Это Петроградка, это округ Макарова, поэтому если сейчас ЦИК не наведет там порядок, то осенью в бюллетене вы не увидите в Петроградке никого, кроме единороссов. Способ Почта России. Когда мы слышим Почта России, у кого-то дергается глаз, у кого-то потеют там подушечки на пальцах, потому что с этой организацией у многих моих зрителей связаны не всегда приятные переживания. Видимо, у членов избирательных комиссий
тоже с Почтой России были связаны не очень приятные какие-то инциденты, поэтому они решили прикрыться не очень хорошим имиджем Почты России и отказать кандидатам на том основании, что не была доставлена телеграмма. По закону, перед тем, как выдвигать кандидатов в депутаты, партия должна уведомить об этом избирательную комиссию. Сообщить, что мы будем выдвигать в такой-то день, в такое-то время, чтобы они могли прийти и проконтролировать. В Петербурге, как вы знаете, комиссии все были закрыты, и никуда прийти было нельзя. Но мы нашли способ это обойти. По закону можно уведомить телеграммой. В большинстве случаев такие телеграммы посчитали достаточными. Но некоторые отдельные комиссии прятались от них всякими способами. Вот, например, в округе Морской очень не хотят допускать кандидатов от Яблока и провели целое расследование, что вот это вот уведомление о вручении телеграммы сотруднику избирательной комиссии является неправильным, недостоверным, и комиссия эту телеграмму вовсе даже не получала. 9 кандидатов от Яблока в этом округе сняли с выборов из-за того, что как-то вот не нашли принятую ими же самими телеграмму. Или вот еще пример, округ Измайловская. То же самое. Телеграмма принята, а комиссия сказала, что ничего не видела, ничего не знает, не получала, и кандидатов сняли. Способ кибердружины. Как мы знаем, недавно у нас появилась киберпионерия. Если вы вдруг не читаете новости, то это такие вот молодые ребята, которые помогают наводить порядок в интернете. Если кто-то вот в интернете, они помогают полиции искать всякие мемы неугодные, они помогают искать, если кто-то оскорбляет власть. И, видимо, вот эти вот кибердружины, они пришли помогать снимать неудобных кандидатов. Как это происходит? Поскольку мы с вами живем в 2019 году, космические корабли бороздят просторы Вселенной, Илон Маск уже на Марс собирается лететь, технологии дошли и до наших избирательных комиссий, поэтому как резервный способ теперь можно отправить документы, уведомления, можно отправить еще и по электронной почте, по e-mail. Это как резервный способ, поэтому кроме телеграммы партия отправляет еще документы по электронной почте. Электронная почта написана на сайте избирательной комиссии. Так вот, что придумали у нас кибердружинники из избирательных комиссий? После того, как они получили этот e-mail, они взяли и поменяли на сайте e-mail на другой. И на этом основании сказали: слушайте, а мы ничего не получали. Вот у нас на сайте другой e-mail, они знают, куда вы отправляли. При этом мы точно доказали вот несколько случаев, то, что они уже после получения, они e-mail просто переписали на сайте. Вы знаете, какие сволочи. И на этом основании кандидатам отказали в регистрации. Последний аргумент. Как мы знаем, в интернете, когда заканчиваются аргументы, когда в дискуссии ты уже не можешь никак ответить оппоненту, говорят, что нечего сказать, докопайся до орфографии. И избирательные комиссии, видимо, знают этот способ, и они придумали реально докапываться до чистописания. Когда уже все, что можно выкинуть по справке ФМС, выкинули. Когда графолог выкинул подписи, но кандидат все равно имеет шанс стать кандидатом и пройти, в бой вступают какие-то любители каллиграфии и начинают докапываться буквально до запятой. Например, сборщик стоит, собирает подписи. Естественно, он делает это на ходу, пишет в планшете, у него может потечь ручка. И вот он обвел единицу 2 раза, и в этот момент наш замечательный проверяющий не может больше понять, единицы это или это просто какой-то жирный символ, и не может прочитать адрес настоящего избирателя, который поставил за меня подпись. И таких примеров просто сотни. Тут надо сказать, что такие помарки абсолютно законные. Такая подпись должна быть засчитана, а кандидат должен быть зарегистрирован. Способ: все ушли на фронт. Представьте, вы работаете в избирательной комиссии, и вы жулик. Это сложно представить, но вы постарайтесь. Вы работаете в избирательной комиссии, это уже сложно представить. И вы жулик, и вы работаете на Единую Россию. Как же вам не повезло. Так, не спешите делать ничего плохого. Только представьте, это страшный сон. Вы в страшном сне. И у вас задание, а со всех сторон в окна как зомби лезут эти кандидаты. Вы один в этом замке, вы боитесь, вам страшно, за окном дождь, молнии сверкают, и как зомби вот это идут, это армия оппозиционных этих кандидатов, которые так и хотят зарегистрироваться, и у вас задача от них отбиться. И в этот момент вы придумываете потрясающий способ запереть ворота. Никого нет. Нет избирательной комиссии, нельзя подать документы, а не подал документы, все, снимаем тебя с выборов. Именно это произошло в Петербурге, когда представитель партии «Яблоко» принес необходимые документы, чтобы сдать их в избирательный округ Светлановская. Окна закрыты.
Вот оно, окошко ЭКМО. 7-й кабинет на 1-м этаже. 2-я дверь налево. Попробуем позвонить. Он пришел с документами, но никого не было. Все было закрыто, он не смог подать документы о проведении там конференций, которые были необходимы для выдвижения кандидатов. Телеграмму тоже не приняли, вот телеграмму они не приняли. А потом на этом основании сняли 19 человек. То есть 19 человек, 19 кандидатов в муниципальные депутаты. Они не будут участвовать в выборах, если этот беспредел не удастся отбить. По той причине, что комиссия просто исчезла и не приняла никакие документы. Кандидаты, которые, безусловно, ситуация, которая связана с Светлановской, не были уверены, где находится комиссия, потому что ее не было по заявленному адресу. Имеет значение действие избирательного объединения, которое уведомило надлежащим образом по адресу, которое указано в решении муниципального совета как место ее постоянной дислокации. Почему председатель не наладил получение корреспонденции? Ну, я не знаю, не могу сказать. Способ ваши документики. Фраза хорошо знакомая тем, кто любит поздно возвращаться домой, когда вы по инерции ищете, хлопаете себя по карманам, ищете паспорт, чтобы дать его полицейским, которые вас остановили. И да, паспорт берут и у кандидатов, и иногда этот паспорт не нравится избирательным комиссиям. В Петербурге в округе Морской кандидату отказали, потому что у него паспорт слишком потрепанный. Говорят, хреновый паспорт у вас, идите меняйте, а пока на выборы идти не можете. Способ криволапые дебилы. Что это за способ? Это очень распространенный способ, если вы, друзья, хотите снять кого-нибудь по подписям. Как вы знаете, некоторым кандидатам на некоторых выборах нужно сдавать подписи. Люди собирают подписи, чтобы, так сказать, подтвердить, что у вас есть доверие народу, чтобы абы кто на выборы не ходил. То есть законом установлено, что нужно собрать подписи от потенциальных избирателей. Вот вы стоите на улице, обходите соседей, друзей, все ставят подпись за то, что вас выдвинули, что они хотят видеть вас в избирательном бюллетене. И вы с этими подписями приходите в избирком, сдаете эти подписи, а дальше их вводят в компьютер для того, чтобы проверить. То есть сидят там какие-то люди, которые работают на избирком, и вводят эти данные. То, что вы там написали. Знаете, иногда так получается, что в процессе ввода они совершают ошибки. Вы сейчас поймете, почему называют криволапые дебилы, намекая на то, что они мошенники. Потому что, понятно, что когда человек вводит 1000 подписей, вводит их быстро, он там устал, можно где-то допустить там какую-нибудь опечаточку, да, там не так ввел букву, потом эта подпись там по базе не сошлась, какой-то процент опечаток, он будет минимальный. Но как объяснить, когда они вводят просто ахинею вместо того, что написано? Вот посмотрите, что происходит. Вот два примера из моих подписей. Вот фамилия, которая написана разборчиво и читается Кириченко. Но почему-то член избирательной комиссии прочел здесь Кириенко, так вбил данные, и подпись забраковали, потому что такого избирателя в базах не нашли. То же самое случилось и с другой подписью. Вот разборчиво написан адрес «Пинский проезд». Но почему-то тот же, наверное, член избиркома видит здесь Ленинский проспект, так вводит адрес, и тоже такого избирателя в базе не находят, и подпись вся выбраковывается. И это самые очевидные примеры, а часто они просто пишут от балды, женщине присваивают мужское отчество или просто пропускают буквы. И последний способ совсем охуели. Приходит кандидат подавать документы, а требование закона, что, кроме всего прочего, вот первый кандидат, который приходит, он должен подать нотариальное свидетельство о том, что существует партия «Яблоко», от которой он эти документы подает. Он приходит с этой бумажкой, приходит в избирательную комиссию, все подает, ему выдают расписку, что они все это приняли. После того, как он уходит, в избирательной комиссии берут этот нотариальный документ о том, что партия «Яблоко» существует. Это вообще тупая формальность. Ну окей, хорошо, такие правила, да, вот такая бюрократия. Они берут, выкидывают этот документ, а потом говорят, что, слушайте, а у вас нет документа. Нет документа, а в чем мы принимали, а мы не знаем, в чем мы принимали. В общем, документа нет, и на этом основании всех кандидатов они снимают. Они выкидывают один документ и на этом основании снимают всех кандидатов. И вот скажите мне, как это еще назвать, если не совсем охуели?
Несмотря на весь беспредел, в Петербурге все-таки будет около 350 зарегистрированных кандидатов. Хотя выдвинули мы около 600. Но 350 будет. Лучший способ отомстить этому жулью — это выиграть выборы тем кандидатам, которые зарегистрировались, и просто выкинуть все это жулье из власти. Вы можете этому помочь. Проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь, чтобы помогать нашим кандидатам, которые все-таки смогли прорваться через всю эту бредятину, выигрывать выборы. Вы можете помочь им провести их по своему подъезду или повесить за них какую-нибудь листовку. Самим им это будет непросто сделать, потому что огромное противодействие продолжится. Но вы можете помочь. Так что если вы из Петербурга, регистрируйтесь. Это был топ-10 самых мерзких способов не пустить кандидатов на выборы. 10 самых мерзких способов сделать так, чтобы осенью, когда вы пришли на избирательные участки, вам просто было не из кого выбирать, потому что там будет зоопарк единороссов и больше там не будет никого. Еще раз, друзья, вся эта ситуация, она происходит только потому, что они думают, что тема с этими выборами, она какая-то локальная, какая-то внутригородская, она вообще никого не интересует. Поэтому можно устроить вот в Петербурге, можно устроить в Москве, это тут беспредел, ну и никто на него не обратит внимания, никто не будет там на эту тему шуметь, как-то распространять, возмущаться, да, ну подумаешь, какие-то там депутаты муниципальные, депутаты Мосгордумы, какая-то ерунда. Так вот, я очень вас прошу распространить этот ролик. Я очень вас прошу следить вообще за этими выборами. Если вы живете в Москве или в Петербурге, если у вас есть друзья, которые в Москве и в Петербурге, если вы живете в другом регионе, неважно, расскажите о том, что происходит сейчас на выборах. Расскажите своим родственникам, которые, может быть, не интересуются там политикой, почему-то еще, надеюсь, у вас нет таких родственников, или недостаточно за всем этим следят. Расскажите об этом в своих соцсетях. Расскажите это другим блогерам, попросите их снять на эту тему ролики и как-то освещать ситуацию. Потому что от такого беспредела можно отбиваться только оглаской, когда много людей об этом узнает, когда много людей начнет возмущаться этой ситуацией. Я надеюсь, вы не останетесь равнодушными, поэтому, ребят, распространяйте ролик, обязательно ставьте лайк, помогите этому ролику выйти в тренд, чтобы как можно больше людей увидело, что происходит. Потому что, еще раз, в Москве и в Петербурге сейчас происходит настоящий беспредел, который нужно отбивать. Всем пока!